Книга пророка Исаии имеет две такие вот основные части по своему содержанию. И это как бы представляет собой в миниатюре, но всю Библию. Первые 39 книг, где часто говорится о наказании, о горе за грехи, где есть много обличений. Это как бы можно представить как Ветхий Завет. И вторая часть – это следующие 27 книг, где есть много утешения, где есть много пророчеств о Христе. Это во многом представляет как бы Новый Завет. И недельки две тому назад мы начали эту вторую часть, которая так и начиналась, глава 40, «Утешайте, утешайте, народ мой». Сегодня продолжим эту главу, но сначала я прочитаю стих, который в конце этой главы, стих, который выражает, почему слова, которые мы будем читать о Боге, здесь написаны. Или в ответ на что Бог говорит эти слова. Вот он в ответ на что. Стих 27, 40 глава Исаии. «Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, что вечный Господь, Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает?» Я читаю 28 стих, да? И вот 27 стих. 27 ключевой. «Как же говоришь ты, Иаков, и высказываешь, Израиль, путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего». Вот какие были разговоры среди народа израильского много лет после того, как Исаия писал эти пророчества, много лет после. То есть Исаия наперед предвидит, или Бог через Исаию наперед предвидит, какие будут настроения в народе. А настроения будут такие, что когда они попадут в плен, это будет лет так 200 спустя этих пророчеств, они будут унывать. Они будут унывать, и им будет казаться, или они будут думать, что это конец их истории, как Божьего народа, и избавления им не видать. Вот. Еще раз, стих 27, вот их разговоры. «Путь мой сокрыт у Господа». Сокрыт, значит, Бог или не знает, или не видит меня. Как бы, Бог не знает мою долю и не может мне ничем помочь. И второй вариант, и дело мое забыто у Бога моего. Или если Бог не знает, но ему нету до меня дела, у него куча забот во Вселенной, что как бы он оставил на второй план беспокойство о своем народе, и это для него не важно. То есть там в плену они разверились в том, что для них есть выход. Они разверились, что для них есть выход, и вот такие вот, это вот как эпидемия такого вот неверие, когда руки будут опускаться, что все, это конец, эти проблемы выше моей головы, и они непосильны, ну и Богу нету дела до нас. Всем будет казаться, что этот плен будет вечный, что мощь этих государств, которым они были пленены и выселены, настолько сильная, что выхода, избавления не ждать и не будет. Наверное, сначала они надеялись, и так и было. Сначала они думали, что вообще плена не будет, а Бог говорит, будет. Потом, когда первые пленники ушли, они думали, что это скоро минуется, а Бог говорит, не скоро. Но вот когда придет время избавления, они упадут духом и думают, что все это уже безвыходная ситуация. И, наверное, кто-то из них молился, сказал, что вроде бы ответа нет, или Бог не слышит, или Бог не может. И вот в ответ на такие вот настроения народа, что им будет казаться, что уже Бог не в силах или не имеет желания им помочь, Бог дает наперед, еще раз, за столетия наперед, до этой проблемы, Бог дает слова, которые должны были бы их в этом таком вот разочаровании или их поднять в вере и как бы вдохновить их, чтобы они надеялись на Бога и получили все-таки это избавление. Итак, собственно, сам текст этой главы, я буду читать стиха 12, этот текст говорит о несравненном Божьем величии. То есть цель этого показать, что ихний Бог настолько велик, что эти проблемы по сравнению с ихним Богом очень маленькие.
Это им кажется, что эти проблемы великаны. Перед ними они как великаны, но перед Богом это как меньше, чем лилипут, и меньше, чем ничто. И Бог легко, такой сильный и могущий Бог, легко их решит. Стих 12. «Кто исчерпал воды горстью своей?» Подразумевается воды, все воды, которые есть на нашей маленькой крохотной планетке Земля. Кто мог бы их в точности измерить до горсти? Вот сколько горстей воды в океанах, в морях, в озерах, в реках. Где-то так сегодня ученые примерно плюс-минус миллионы каких-то кубометров или километров этих вод подсчитывают. Это примерно. Никто не может измерить точно. Это нереально, чтобы взять и взвесить до грамма сока воды. Люди это не смогут. Дальше. И пядью измерил небеса. Пядью это тоже использовали как измерение. Сегодня у нас есть линейки, рулетки, это пядью. Но кто пядью может измерить точное объем неба, размеры неба, высоту небосвода? Тоже где-то так в километрах примерно могут измерить. Но точно человек не может стать и вот как протянуть рулетку, вот померить в небо высоту, в ширину. Человек это не может. Дальше. «И вместил в меру прах земли, взвесил на весах горы и на чашах весовых холмы». То же самое. Примерно мы знаем, сколько, возможно, чернозема на Украине. Примерно. Или примерно знаем, какой слой земли или какое количество гор. Но чтобы люди захотели, вот решили, а мы все-таки измерим. В точности измерим до грамма количество земли на горах. Никто это не сможет сделать. Говорится о том, а Бог это все до грамма устроил. Все измерил и поставил. Это Он все решил. Знаете, когда строится дом, то строитель наперед знает, сколько нужно материала, или примерно планирует его закупить, и потом точно знает, сколько его израсходовалось. Он знает, он взвешивает это. Бог, который строял всю землю, всю вселенную, он все наперед знал и все это сделал. Если Он так велик, что все это знает. Стих 13. «Кто уразумел дух Господа, и был советником у Него и учил у Него?» То есть, кто из нас, людей, мог бы Богу подсказать, что вот так сделать или не так в сотворении вселенной? Это все сделал Он. Если Он так все это сделал, то насколько выше Его ум и мышление, чем наше мышление. Следующее сравнение уже из мира природы в мир человеческой жизни. Стих 15. «Вот народы, как капля из ведра, и считаются, как пылинка на весах. Вот острова это тоже синоним народов, как порошинку поднимает Он». Капля из ведра. Вот если там в ведре 10 литров воды, капелька, скільки капелька, якщо десь, там точно нема мілілітра, я не знаю. 20 капель. То есть 5%, да, то есть 1/20 капелька. То 1 мл. А тут скільки в відрі, виходить, мілілітрів? В літрі 1000 мілілітрів. Це 10 тисяч мілілітрів. 10 тисяч мілілітрів. В звичайному віделічці 10 тисяч мілілітрів. А це 1/20 1 мл капелька. То есть, говорит, если взять все народы, сравнить с Богом, это даже не сравнится, как капелька с ведром воды. Ее значимость. Вот, чтобы мы все люди построились, только китайцы построиться будут тесно всем. Да? Все построились, вот мы такое вот коллективный ум, коллективное человечество. И сравниться это с Богом, это даже меньше, чем капелька взять с ведра. Взять эту капельку с ведра, ничего не будет видно, что кто-то что-то взял с ведра. Или второе сравнение, как пылинка на весах. Знаете, когда кто-то что-то взвешивает, даже на точных весах. Вот там, где мы покупаем что-то там, или масло, или еще что-то, взвешивает там 212 грамм. Поставил туда пылиночку или сними, но это никак не влияет на вес. Это никак не влияет. Это, не знаю, какие должны быть весы, чтобы повлияло на... Это пылинка на вес. То же самое, вот эти все народы, это как будто бы пылинка, которая никак не влияет на вес.
на вес или значимость Бога. Стих 16. «И Ливана недостаточно для жертвенного огня, и животных на нем для всесожжения». Если бы мы, люди, захотели бы сделать хоть какую-то соразмерную Богу жертву, соразмерно Его величию, значению нашей жизни Богу жертву. Для евреев самым большим лесом был Ливан. У нас это, наверное, может быть, Карпаты. Вот если взять все Карпаты, вырубить, и всех зверей в Украине выловить, и вот с этих дров, с Карпатов поставить на жертвенник, и все, что можно выловили, не знаю, этих животных на эти дрова поставили. Даже если это сделать такой вот громадный жертвенник, и сколько этих будет тысяч или миллионов животных, то это, что мы сделали, это никак не соизмеримо с величием Бога. Эта жертва никак не будет соразмерна тому, каким есть Бог. Поэтому стих 18. «Итак, кому уподобите вы Бога? И какое подобие найдете Ему?» То есть, если Бог так велик, так значимый, то мы ничем вообще с нами известным не можем Бога сравнить. И дальше приводится то, с чем люди обычно Бога сравнивали, когда делали себе божков. Стих 19. «Идола выливает художник, и золотильщик покрывает его золотом, и приделывает серебряные цепочки». Вот, как делают идолов, что вы выстроили там с дерева, покрыли каким-то золотом, цепочками его где-то там обмотали, привязали, чтобы он не упал, не шатался, или прибили гвоздем, чтобы он ветром его не сдуло. И вот это якобы Бог. Это даже на насмешку не похоже, чтобы посмеяться, что это Бог. (22 стих). «Он есть тот, который восседает над кругом земли». То есть его не нужно ставить или делать, или цеплять. Он есть тот, кто все это создал, и кто все это держит. Не нужно, чтобы мы его держали, а он все держит. И живущие вот над этой землей, и живущие на ней, и на земле, как саранча перед ним. То есть это даже, как саранча, это большой комплимент нам, потому что перед Богом мы, що там саме менше, Анатолій Іванович, там були атоми, а зараз які там, менше, чим то саме менше перед Богом. Навіть ті шкварки, кварки. Он распростер небеса, как тонкую ткань. То есть это атмосфера, которая покрывает нашу землю. Это как будто взял Бог платочек и его просто разложил. Сделал это покрывало, которое этот домик, который нам построил, держит в тепле, давая ему необходимую эту атмосферу. Как можно такого Бога сравнить с чем-то, с чем люди делают? Или второй момент, чем люди, или кого люди возвышают, это не возвышают других людей, которые в этой жизни чем-то проявились, или начальники, князья, судьи, бизнесмены. Вот стих 23. Он обращает князей в ничто и делает чем-то пустым судей земли. Дальше. Едва они посажены, едва посеяны, едва укоренился в земле ствол их, и как только он вдохнул на них, они высохли, и вихрь унес их, как солому. И сегодня люди часто себе выбирают кумиров, или звезд, или какие-то будто спортсмены, или какие-то певцы, или какие-то политики, перед кем-то не благовеют. Но говорит, все это люди, даже те, перед кем вы благовеете, это, еще раз, это несравнимо. Стих 25. «Кому же вы подобите меня? И с кем сравнить?» Это несравнимо. Потому что я подумал на них, и они высохли, исчезли, поумирали. Или сегодня он бизнесмен, сегодня он на коне, а завтра он в тюрьме. Или в бегах, или в больнице. И никакие деньги не помогают. Да, или уже там, где черви, в компании с червями. 26. «Поднимите глаза ваши
на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их. Бог говорит, давайте посмотрите на небо. Посмотрите ночью на звезды. Кто выводит воинство их счетом? Он всех их называет по имени, по множеству могущества и великой силы у него ничего не выбывает. И сегодня ученые только предположительно считают количество звезд. И с каждым где-то поколением это количество звезд примерно, оно только увеличивается, потому что даже самые большие телескопы, они не видят, где кончается Вселенная. И как только они могут смотреть, они где-то подсчитывают. То количество звезд, это такие, как наше солнышко. Мы подсчитывали, когда читали сотворение, что то количество звезд на каждого человека, на каждого из нас, это даже не миллиарды, это намного больше. Такое их количество. И это то, что Бог создал и держит, поддерживает, управляет, все это движется, все это Его рукой существует. Если так все Бог контролирует, и у него ничто не попадает, не выбывает, Он все это делает. Вот тогда этот вопрос, 27 стих. «Как же говоришь ты, Иаков, и высказываешь, Израиль, путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего». То есть, если Бог так несоизмеримо велик, то, что мы видим в творении, как Он все это сотворил и держит, то как у вас могут быть такие мысли, что Он свой народ или забыл, или не видит, или не может ему помочь? Как можете такое говорить? 28. «Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, что вечный Господь, Бог, сотворивший концы земли, то есть все, даже то, что мы не видим, не утомляется и не изнемогает, и разум его не следим?» Возможно, они еще раз верили, что Бог когда-то делал чудеса. Когда-то Бог был сильным и могущим, и Он вырвал их этими казнями из Египта. Но это было когда-то, это было давно. А сейчас, не знаю, или же Бог постарел, или устал. Сейчас мы здесь, в Вавилоне, или где-то в Ассирии. Или Богу нету до нас дела, или Его сила ослабла. И, наверное, не ждать такого, что Бог нас снова мог вывести. Говорит, как вы такое можете думать? Бог, Он не утомляется. Он все знает, все контролирует, и Его сила не истощилась. И Его милосердие не окончилось. Вот 29. Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость. То есть Бог в своей силе не исчерпался. Его сила все так же доступна и достаточна для вас, ослабших в своей вере, для вас, которые где-то угасли в своей надежде. Он, как бы вы ни были слабы или немощными перед теми проблемами, которые вас окружают, у Бога есть сила поднять и возвысить вас. У Бога есть сила. Стих 30. «Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают». Дальше. «А надеющиеся на Господа обновятся в силе». Бог говорит, реально, да, есть часто у людей проблемы, которые выше, чем они могут их преодолеть. Даже у самых сильных, у молодых людей иногда возникают трудности, для них непреодолимые. Потому что человек ценный, великое Божье создание, но имеет свои слабости. Так что даже молодые люди иногда перед проблемами сдаются, спиваются, кто-то накладывает на себя руки, потому что им кажется, что нет выхода. И в действительности иногда проблемы выше нас, но нет проблемы выше Бога. Или нет проблемы непреодолимой для Бога. Просто когда проблемы сильнее, чем мы, Бог говорит, выход в том, чтобы не своей силой их преодолевать, а выход в том, чтобы в этих проблемах надеяться на Бога, и вот еще раз 31 стих, а надеющиеся на Господа обновятся в силе. А те, кто на Бога положился, и кому нужна эта выход и поддержка, и сила, тем Бог даст эту силу. Тогда уже это сверхъестественная сила, не наша сила, а Его сила нас возвысит и понесет или поведет, так что мы буквально полетим. Вот. Поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся.
поднимут крылья, как орлы. Интересно, что орлы в основном летают, используя не свою силу, не то, что они машут крыльями. Это, как правило, они машут крыльями, когда просто нужно где-то ускориться резко, а обычно летят как бы силой, которую они используют, сила ветра, сила потоков воздушных. Где-то смотрел какие-то передачи, можно было видеть, как орел обычно сидит на какой-то скале, на возвышенности, и просто ждет. И как только он чувствует, что вот этот воздух, нужно ему есть, этот поток воздуха, он делает взмах и отрывается от скалы, и потом просто парит. То есть, он летит, он может подняться на километр вверх, на 5 километров вверх. Но летит не потому, что он сильно работает, а просто Бог дал ему эту силу ветра, и он ее использует. Так вот, Бог говорит, вот что нам нужно сделать. Как орел, довериться Богу, довериться Его силе, чтобы сила Его подняла нас, и мы полетели. И мы полетели, оторвавшись от тех проблем, которые, нам кажется, нас окружили. И силы Его могли не утомиться, а могли долететь, надеясь на Господа до самых небес. Эти слова ободрения для народа Божьего среди Израиля, который попал в плен, для народа Божьего, для нас. Потому что то, что пережили они, это как бы переживает каждый из нас, каждое поколение. Каждый из нас лично. Мы не раз допускаемся в своей жизни с теми проблемами, которые сильнее нас. Это для того, чтобы мы могли сказать: Господи, все, я боролся, я пытался, я махал своими крыльями, но уже и крылья общипанные, и не могу больше. Что мы просто сказали: Господи, теперь Ты веди, теперь Ты меня спаси, теперь Ты подними меня. Чтобы просто мы в своей жизни, даже тогда, когда мы утомляемся, вот стих 29, Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость. Даже тогда, когда нашей силы не хватает, что мы шли за силой к Нему. Интересно, что в Ветхом Завете, как правило, мерилой или как бы мерой силы Божьей, такой всемогущей, которая спасает народ, это было и сила, проявленная Богом, когда Он выводил израильский народ из Египта. Вот не раз это вспоминается, вот как Бог, как Ты вывел нас из Египта этими казнями, такая была Твоя сила, чтобы эта Твоя сила проявилась снова. То в Новом Завете, как правило, уже не упоминается эта сила Божья, которая выводила евреев из Египта, упоминается другая сила. Упоминается сила, благодаря которой Христос воскрес, сила Его воскресения. Это еще большая сила, когда смерть была побеждена. И эта сила воскресения еще больше, чем то, что было в Ветхом Завете. Еще ближе доступна к нам, каждому из нас. Потому что Он живет в нас. И эта сила воскресшего Христа у нас. И эта сила еще сильнее нас может ободрить, поднять, что мы свои крылья расправим и полетим. Пусть эта сила Христового воскресения дает нам победы над искушениями, над грехами, над слабостями, над унынием, что мы имели от Него силу и поддержку, утешение, и могли просто используя Его силу, парить. Кажется, наш хор пел не раз псалом «Золотые крылья веры», да? На могучих крыльях веры. Псалом об этом, примерно об этом, что говорит Исаия, что вот нам просто, чтобы двигаться, нужны какие-то духовные крылья. И эти крылья, которые дает нам наша вера в Бога, когда мы на Него надеемся, на Него уповаем, и тогда происходит сверхъестественно. Тогда мы отрываемся от земли, тогда мы выше проблем, и мы просто летим. Пусть это будет Ему на славу, нам во спасение, по вере. Аминь.